Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим из одного куска говядины два прекрасных блюда. Итак, говядину нужно отварить. Заливаем водой, добавляем соль, любимые специи и готовим вот такой вот кусочек, килограмм, полтора, два, 2 часа в среднем. Если молодая говядина, если говядина еще через 2 часа жесткая, готовьте ее еще 2 часа. Она должна быть полностью мягкая, вот как разваливаться на волокна. И для того, чтобы вот мы могли так порезать хорошо мясо, после того, как говядина приготовилась, я укладываю его в пакет и отправляю в холодильник. И на второй день можно вот прекрасно сделать такую нарезку кубиком. Весь этот кусочек я нарезаю на маленькие кусочки. Также я заранее готовлю прекрасный гарнир. Рекомендую вам здесь чечевица, рис, 2 стакана воды, 1 стакан вот такой вот смеси. Довожу до кипения, добавляю соль, растительное масло. Довожу до кипения, как я сказала, на большом огне. Потом огонь ставлю минимальный, накрываю крышкой и готовлю 15 минут. И гарнир к такому мясу, который мы приготовим дальше, будет готов. Нам также понадобится соус бешамель. На разогретую сковородку добавляем сливочное масло, растительное масло, муку и молоко. Полный рецепт приготовления будет, как обычно, под видео в описании. Размешиваем, помогаем венчиком, добавляем по вкусу мускатный орех, маленькую щепотку. Также добавляем соль по вкусу. Все перемешиваем еще раз. И будем добавлять мясо. Густоту соуса можно регулировать добавлением молока. Если густовато, добавьте еще молочко, еще раз перекипятите. Вкус доведите с помощью соли. Сверху выкладываем ваши любимые овощи. Будет вкусно с любыми овощами. Доводим чуть-чуть до кипения и выкладываем в глубокую тарелку. Вот такое красивое, очень вкусное блюдо у нас получилось. Готовим второе блюдо и второй соус. Добавляем в глубокую сковороду бульон, где варился кусочек мяса. Томатный соус. У меня протертые томаты уваренные. Можно томаты пассата добавить. Добавляем чернослив, соль, сахар, черный перец по вкусу. 1 столовую ложку томатной пасты для цвета, так чтобы ярче, красивее было, но не обязательно. Перегружаем остаток мяса, вторую половину. Добавляю немножко моркови пассерованной для вкуса, для цвета. Также белые сушеные грибочки. Просто рву его на кусочки маленькие. Мяско тем временем у нас на среднем огне уже закипело. В глубокую тарелку добавляю 1 столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала и заливаю 10 ложечками соуса. Почему именно 10? Чтобы сразу рассмешать и консистенция была однородная. Потому что если вы добавите 1-2 ложки и начнете размешивать, возьмется все комками. А так вот видите, оно все вот размешалось. И выливаем обратно в соус. Активно перемешиваем. Буквально минутку. С крахмалом долго кипеть соусу не нужно. И сразу выключаем.
Заранее я очистила луковицу, порезала ее на перышки и сверху буду добавлять именно сырой лук. Это придаст такую свежесть, вкус. Это будет очень вкусное сочетание. Это блюдо вкусно, особенно на второй день, когда настоится. Чернослив, грибочки придадут вкус мясу. Божественное блюдо. С таким гарниром очень-очень вкусно. Гарнир наш приготовился. Вот такой рассыпчатый, красивый. Очень вкусное сочетание чечевица с рисом. Добавляю также пассерованные овощи, немножко морковки, лука. И будем сервировать блюдо, подавать и наслаждаться. И вот на всю неделю у вас есть заготовка кусочек отварного мяса. Сегодня вы готовите говядину под соусом бешамель, а на второй день вы готовите говядину в красном соусе с грибами и черносливом. Прекрасная заготовка, друзья. Всем рекомендую. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет еще очень много интересного. До новых встреч. Пока-пока.